Здравствуй, Глеб. Вот Глеб. 100 лет не виделись. Где ты был? Есть одна тема для разговора. Она касаемо тебя. Что на этот раз? Как видишь, я на твоем канале уже не появляюсь больше. Как следствие, я уже особо, можно сказать, не нужен. Но дело даже не столько в этом. Я хочу обратить твое пристальное внимание на то, что я твоя фикция. Меня не существует. Это было еще с самого начала понятно. Но, тем не менее, от меня был какой-то толк. Нет, я все понимаю. У тебя свой канал, у тебя там своя жизнь. И я бы не хотел тебя тяготить этим. Как видишь, времена меняются. Я просто хочу пожелать тебе всего наилучшего, чтобы твой канал жил и сам, чтобы ты сам жил при этом. Спасибо тебе, Глеб, за все. А мне пора. Прощай. Привет, друг, с тобой Глебовский. Давно не виделись на моем канале. Ну, как бы давно. Давно не виделись в Глебс-блоге. Будем говорить, как всегда, о разном, о важном. В первую очередь касаемо меня и моего канала. Сперва поговорим по классике жанра о моей жизни. Рассказывать немного. Я как бы на дому, развиваю свой канал, попутно осваиваю теории в области бизнеса. Я как генеральный директор своей фирмы должен понимать разные тонкости, нюансы, как все, что работает. Поскольку моя специальность, она подразумевает сезонные работы, то есть это весна, лето, то я готовлюсь именно к этим временам года. Я единственное не знаю, что будет и как, с учетом того, как мир меняется так кардинально. Но, тем не менее, я планирую на следующий год именно, уже нормально так зарабатывать на жизнь. Просто пока нужно плавно входить через теорию в практику. Отдельно я занимаюсь чтением не только научной литературы, вот как, например, здесь, но и поскольку я человек творческий, я бы хотел развиваться в области писательства, в частности. Я читаю всякую фантастическую прозу. Я вообще люблю фантастику, фэнтези, это мои жанры, в том числе такие одиссеи всякие. Единственное, я думаю, как бы, наверное, писать в жанре реализма, но это как бы не особо мое, потому что я никогда не практиковал, я никогда не был фанатом этого, так сказать, поджанра, если так можно называть. В принципе, я вам одновременно озвучил и свою жизнь, и планы на жизнь. Еще хожу в спортзал периодически, не забываю о своем здоровье, психологическом, физическом. Ну и просто не забываю жить. Каждый день это новая жизнь. Я не знаю, что будет со мной завтра или что-то в этом духе. Я живу сейчас и радую вас вот прямо сейчас, когда вы смотрите это видео. А теперь давайте переключимся конкретно на мой канал. Геймерстав лидирует. Конечно, единственное, с ним немножко конкурируют всякие прочие видео внеблоговые. Вот последнее видео на данный момент это вот как Райнхард из Overwatch 2 реагирует на крепость напитков. Вот. То есть, казалось бы, выпуски по Apex, которые у меня вот в последнее время выходили, все вот эти 6 новых выпусков, они выходили, собирали какие-то 5-10 просмотров, около того. И тут прям вот этот... Это, конечно, не история со Скорном, потому что видео со Скорном набрало действительно много просмотров. 180 просмотров, даже больше. Второй выпуск. Это новый рекорд на моем канале, потому что прошлый рекорд был у моего самого первого видео на канале. В принципе, я поддерживаю остальные другие блоги вроде этого. Gleb's Composition. Недавно выложил, напомню, новый альбом свой, Memento Mori. Можете заценить. Там я немножко новый подход сделал. То есть не только пианино и эффект скрипки, но и еще всякие звуковые эффекты добавлял. Вот в этом суть моего альбома. Вообще, я думаю, эти рубрики именно поддерживать всячески. То есть стараться сохранить какой-то баланс, наверное, что ли. Причем хочу отметить, что вскоре Геймерстав может выходить реже или даже значительно реже, потому что одной из причин является то, что контента становится у меня все меньше и меньше. Ну, то есть материал. То есть у меня, я когда-то записываю много чего, как, например, с Кириллом. Записываю какую-нибудь игру веселую, да, и дроблю их на выпуске и выкладываю. Вот это у меня вот постоянно вот это было у меня в течение последних пару месяцев. Но, как бы я вижу, у меня сейчас этого все меньше и меньше будет, и, наверное, буду выпускать как минимум по Геймерстав видео реже. Может, это как-то скажется, в принципе, на активности
эффективности канала, не исключаю. Ну а так, вместе с этим, я думаю, насчет новых блогов. Единственное, я пока в некотором ступоре, я так и не знаю, какие новые блоги добавлять. А также, может быть, если говорить про те, которые я в прошлом выпуске Глебсблог упоминал, которые еще не появились у меня. Я думаю, как раз, может быть, это будет именно под рубрикой, если, например, я буду рисовать, то есть не просто рисовать, а еще что-то говорить, тогда это будет не отдельная рубрика и не сама, наверное, рубрика Глебсблог, а именно под рубрика, которая будет дополнять основную. Это в моем понимании. Отдельно я хочу поговорить касаемо внеблоговых видео. Вообще для меня внеблоговое видео это как некоторое спасение для моего канала от всяких вопросов, неоднозначности. Раньше я себе вообще, так сказать, запрещал себе этим заниматься, считал, что это вообще это не красит мой канал, но, как видите, мой канал это один большой эксперимент, поэтому почему бы не экспериментировать с прочими видео? Почему они обязательно должны быть привязаны к блогу? Так что одно другому не мешает, я теперь считаю. Еще я подумаю, знаете, о небольшом отпуске, хотя я тут 50/50 в зависимости от того, как мое, как сказать, желание вести канал будет у меня, как сказать, насколько будет сохраняться. Но, тем не менее, я хочу продвигать канал так вот активно. Просто я понимаю, что количество материалов, в частности, если говорить про Евростав, тот же у меня, его все меньше и меньше. А если учитывать то, что недавно Кирилл куда-то пропал, вот, да, небольшая тема для разговора, Кирилл куда-то пропал, уже несколько дней не отвечает, не заходит в сеть, не совсем понятно, как бы зайдем или что-то в этом роде, в какую-нибудь игру или просто поболтаем. Просто он он для Геймерстаф, это как целая такая икона, что ли, Геймерстаф. Ну, в любом случае, я главный за Геймерстаф, но он такой своеобразный менеджер блога, так что вы по моим выпускам Геймерстаф можете понять, что это человек просто, это не человек, это бомба. Это прям в реально хорошем смысле слова, это бомба. Он приукрашивает атмосферу, даже готов выходить за рамки дозволенного где-то. Но, тем не менее, он добавляет атмосферу. Это круто с его стороны. Но не первый раз с ним случается такое, что он куда-то внезапно исчезает. Вообще непонятно куда. Такое же, я еще раз говорю, был не первый раз. Но когда уже такое происходило, он вроде как мне обещал, что будет в такие ситуации стараться мне как бы оповещать, что я типа вот ухожу, то-то. Он один раз даже делал. В этот раз почему-то не делает, не знаю. Уже сейчас выходные, но почему-то не выходит. Он говорил, что не учеба, все такое, а теперь сейчас выходные, непонятно, может быть что-то вообще другое. Впрочем, не будем забывать, что это мой канал, Геймерстаф прежде всего связан со мной, даже если в какой-то момент окажется, что он вообще пропадет насовсем. Помните, что есть я, даже если я буду вести Геймерстаф в принципе в одиночку, как, например, это было со Скором, не проблема. Даже если это будет какая-то онлайн-игра, тоже не проблема. Но об этом я буду еще думать. Я никогда не практиковал в одиночку онлайн-игры в плане записи, в плане моего этого шоу. Я называю его именно шоу Геймерстаф, потому что, это не совсем про игры, обозревание, что это было бы банально. Это именно такое шоу. То есть я немножко занимаюсь магией монтажа, и это дает определенную изюминку моему блогу. Немножко отвлеклись от основной темы, то есть, возможно, небольшая пауза на моем канале, но посмотрим. Это я просто размышляю, потому что я слишком часто занимаюсь своим каналом. Я бы хотел бы, наверное, сделать себе, может быть, небольшой отпуск. Но еще раз, всему свое время, надо подумать. В крайнем случае я постараюсь об этом сообщить. Может быть, сниму короткое видео по поводу этого. Посмотрим. Ну а теперь давайте напоследок поговорим с вами за жизнь. Я имею в виду не про свою жизнь, а вообще. Немножко пофилософствуем. Давайте все-таки отметим меня. Я себя все чаще начинаю себя сравнивать с прошлым, себя, два разных человека, это точно. Я, который раньше был очень амбициозным, я, который был раньше всегда постоянно на что-то целился, ощущал себя, можно сказать, добытчиком, хозяином своей жизни, прям таким конкретным хозяином жизни. Но теперь я сейчас хозяин своей жизни в другом русле. На многие вещи смотрю проще. Конечно, я совершаю некоторые ошибки определенные, да, но я продолжаю жить. Саморазвиваться, не забывая про это. И про вас тоже не забывать. Тоже поддерживать канал. И там в какие-то моменты что-нибудь допожелать. Стоит отметить про такую тему, хотелось бы ее здесь озвучить. Она в последнее время, она затрагивает мою душу. Это тема привязанности. Есть такая очень долгая история, я буду думать над этим, стоит ли об этом рассказывать. Если быть коротко, у меня как бы есть свое, так сказать, творчество в стол, если так можно выразиться, но такое творчество самопознания. Расписал несколько своих произведений, думаю над ними, как бы их, наверное, встроить, показать их, но
Мне кажется, они еще далековато от совершенства. Ну, я даже не об этом. Дело в том, что со всем этим я, считайте, уже покончил. То есть я в течение последних пару лет все это делал, и тут я поймал себя на мысль, что я как бы, попадая в какой-то замкнутый круг, я понял, что я привязываюсь к фикциям, и я решил от этого отказаться. Как минимум, на это побудил меня один человек, моя родственная душа, пока не озвучиваю имен, но передаю тебе привет, так называемая родная душа. Один человек, мой родной человек для меня, сказал, что не нужно зацикливаться на фикциях, не нужно привязываться, потому что такая вот привязанность, она порой убийственна. И я в этот момент сейчас вот задумываюсь над тем, что мы люди, существа, обладающие привязанностью. Хотя не только мы люди. Вообще любые живые существа, они обладают той или иной толикой привязанности. И очень важно в жизни уметь быть независимым, стремиться к этому. Потому что иначе мы можем, так сказать, себя изнежить привязанностью, что в какой-то момент, когда происходит какой-то перелом событий, то есть у многих меняется жизнь из-за какого-то исторического события. И надо быть как бы стойким в этом плане, стараясь себя не привязывать, потому что привязанность — это практически то же самое, что и изнеживание себя. И самое последнее, что я хотел вообще поговорить в этом видео. Как видите, Готлеб ушел. Готлеб был все это время моей фикцией, и я решил от нее тоже отказаться. Потому что понял, что это тема, которая мало того, что как бы не закончена, так еще и она, скажем так, немножко мешает мне. И я решил, что надо двигаться дальше, потому что я не вижу особого смысла в том, чтобы продвигать историю Готлеба. Это продукт своего времени. Надо с пониманием к этому относиться. Если кому-то не очень нравится, это ваше дело. Я вас за это не осуждаю. Я просто делаю то, что я считаю нужным. В конце концов, это не более чем мой очередной эксперимент. Я экспериментировал в свое время. Так же, как экспериментирую со всем тем, что я снимаю. И как я всегда говорю в последнее время, что бы ни произошло, главное, чтобы у вас было все хорошо, а я просто вас поддерживаю в этом плане, дорогие зрители. Вот. И, в принципе, хочу пожелать вам всего наилучшего, чтобы у вас все было хорошо, и вы были просто счастливы, делали свои дела, старались не забывать про духовное развитие, это тоже важно. Духовное развитие я подразумеваю собой стремление к некоторым идеалам, вещам, которые позволяют нам жить в миру вещей, не впадать в крайности, не быть заложниками своих страстей. В общем, уметь контролировать свою жизнь таким образом. Контролировать себя. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписываться на канал, ставить лайки, оставлять комментарии, нажать на колокольчик не забудьте. С вами, с тобой, это не так важно, как я обращаюсь, ты, вы. Я в любом случае обращаюсь к потенциальному зрителю в этом плане. Спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Пока и удачи тебе, дорогой зритель.